Привет! Знаете, когда вы долго увлекаетесь вязанием, всегда найдутся друзья или знакомые, которые готовы сплавить вам свою пряжу, которую они не смогли извязать. И вот такой моток пряжи достался мне. Пряжа это вязаная, перевязанная, и мне, если честно, не очень хочется ее восстанавливать и что-то с ней делать, стирать ее или отпаривать. Буду работать с тем, что есть. Это ирис, старая советская пряжа, из которой я, честно, не очень предполагала, что я могу связать, потому что обычно я вяжу толстым крючком какие-то быстрые интерьерные вещи или сумочки, а вот тоненьким крючком я не вязала уже достаточно давно. Я нашла еще два вот таких моточка. Если честно, мне не очень хочется возиться с тонкой пряжей и вязать какую-то летнюю кофточку, поэтому я решила что-нибудь придумать. И тут я вспомнила, что у меня есть вот такая мельница, шнуроплет, которая делает из тонкой пряжи толстую пряжу. Смотрите, она работает по принципу вязальной машинки, только у нее всего 4 иглы. И когда я вот так вот кручу эту ручку, иголочки поднимаются то вверх, то вниз, и тем самым будет плестись шнур. Беру пряжу, просовываю ее вот в это отверстие, дальше в верхнее, вот сюда, и затем вот в эту дырочку. Вот, когда она появляется, вешаю с обратного края утяжелитель. В общем, вот что должно получиться. На нитке, которая выходит вот из этого отверстия, у меня висит груз, а сама нить проходит через вот эти две направляющие, вот и вот. Так, надо придерживать нить пальцами, а то она соскальзывает вниз. Итак, начинаю медленно крутить. Для начала нужно проверить, все ли зубчики открыты. Вроде бы так. Первый зубчик цепляет нитку, второй зубчик должен нитку пропустить. Вот так. Третий зубчик снова цепляет нитку, а четвертый зубчик опять пропускает. Это первый ряд. Здесь нужно делать так. А дальше все зубчики должны цеплять нитку. Кручу пока медленно. Начало здесь самое сложное, а дальше уже все идет намного быстрее. Но все равно разгоняться особо здесь не нужно, потому что нитка может слететь просто с петли, либо не провестеться в петлю. Здесь принцип такой же, как у вязальной машинки, хотя у меня нет вязальной машинки, но крючочек цепляет нитку и просовывает ее в ту нитку, которая тоже находится на крючке под ней, то есть нить предыдущего ряда. И сейчас шнур должен будет показаться снизу. Сейчас я вам покажу. И вот из нижней части моей машинки, там, где висит грузик, показывается шнур. В общем, я хочу сделать из всей своей пряжи один такой большой хлопковый шнур, а уже потом из него связать какое-нибудь изделие. Там у меня в начале какая-то петля соскочила, поэтому здесь такая неаккуратность получилась. Но, в принципе, это не особо важно. Это начало, его можно всегда отрезать. У меня получается 4-ниточный айкорд. Я думаю, это хорошо видно, да, сплетенный, связанный просто на такой мельнице. Такой айкорд можно и руками связать. Не обязательно использовать машинку. Его можно связать как на крючке, так и на спицах.
Вот уже какой моток шнура я наплела. Это не быстрый процесс. По скорости примерно то же самое, но может быть чуть быстрее, если бы я делала это спицами. Самое простое в этой технологии — это соединение нитей. Можно просто завязать самый простой узел и продолжить крутить ручку. Постепенно узел вяжется в шнур, и на готовом шнуре его будет совершенно не видно. А в то же время самое сложное в этой технологии — это то, что нить, которая выходит из мельницы, она получается скрученной, и весь этот моток нужно постоянно раскручивать, разматывать, потому что иначе она будет очень путаться. Ну и также здесь возникают сложности, когда вы слишком быстро крутите ручку, нить может случайно соскочить с иголки, и тогда приходится надевать петли обратно на вот эти вот иголочки. Поэтому темп нужно выдерживать равномерный. Спустя несколько часов вот такой моточек пряжи я получила. Вот сам шнурочек. Я его уже взвесила. Здесь 202 грамма. Вязать из этого шнура я буду крючком номер 5. В общем, начинаю делать самую обычную петлю амигуруми и вяжу по схеме идеального круга донышко для своей корзинки. Вязать я буду узором галочка в раскол, поэтому здесь все традиционно. Делаю воздушную петлю в кольцо амигуруми и дальше в это же кольцо добавляю 5 столбиков без накида. Мастер-класс по идеальной корзинке у меня уже есть на канале, там все подробно я рассказываю. В этом видео подробно я на этом останавливаться не буду. Оставлю ссылку для вас на этот мастер-класс внизу. Здесь, конечно, не так наглядно видно, куда вкалывать крючок, но я думаю, я разберусь, буду как-нибудь интуитивно догадываться, где здесь место вкалывания. Из сложности вязания таким шнуром могу отметить, что иногда крючок проходит сквозь шнур, потому что шнур достаточно рыхлый, он самодельный, и иногда бывает он цепляет внутренние нити шнура. Ну, в принципе, это все сложности, с которыми я столкнулась, и все отличия от вязания из полиэфирного готового шнура или трикотажной пряжи. Вяжу просто по принципу идеального круга, в каждом ряду прибавляя 6 петель через равные промежутки. Провязала я всего 11 рядов. На этом решила остановиться. По схеме идеального круга я связала 10 рядов, а самый последний 11 ряд я вяжу без прибавок, потому что мое изделие и так немножко пошло волной. То есть здесь как бы и так многовато прибавок получилось. Диаметр моего донышка получается 16 сантиметров, и дальше нужно его отпарить и отгладить, соблюдая все температурные режимы. После глажки блинчик расправляется, и посмотрите, каким ровным он становится. Дальше начинаю поднимать стеночки, но здесь делаю все достаточно традиционно. Вставляю крючок в косичку и подхватываю перемычку. Пряжа тонкая и блестящая, и здесь не видно, естественно, место вкалывания крючка. Вот так. Подхватываю и делаю по одному столбику в каждую точку, а в конце ряда делаю бесшовное соединение. Ну, в общем, все то же самое, что и на донышке. Провязываю последнюю петлю первого ряда. Вставляю крючок с изнанки на лицо под первую горизонтальную петлю. Подхватываю открытую петлю. Подтягиваю нити и дальше вставляю крючок в раскол в первое звено, подхватываю рабочую нитку и открытую петлю, провязываю их вместе. Ну и продолжаю вязать ряды в раскол на нужную мне высоту, ну или пока не закончится моя пряжа.
по одной петле в каждую точку до конца ряда. Провязала я в высоту 16 рядов. На этом моя пряжа закончилась. 11 сантиметров. Что мне нравится в вязании из такого самодельного шнура, да и в принципе с любого шнура, это то, что здесь очень легко спрятать хвостики. Нужно просто отрезать нить. Дальше я распускаю шнур почти под корень. Беру пластиковую иголку и вставляю в нее нитку, идущую от шнура. Закрываю петли шнура и прошиваю этот хвостик изнаночной стороне своего изделия. Делаю узелок, прячу нитку и обрезаю. Со вторым хвостиком поступаю точно так же. Стеночки корзинки тоже нужно отгладить, отпарить, соблюдая температурный режим. И вот какая корзинка получилась у меня. Смотрите, как она блестит. Это все благодаря этой пряже. Ее донышко, здесь у меня два разных цвета пряжи использованы. Это хорошо видно, хорошо виден переход. Сами стеночки корзинки, да, она не идеально держит форму. Она мягкая и такая податливая. Видите, я могу спокойно ее согнуть, могу как-то зафиксировать стенки руками. То же самое и с донышком. Наверное, из такого шнура очень хорошие бы получились салфетки какие-нибудь настольные. Например, что-нибудь такое. Вот эта салфетка у меня из рафии, но можно такую же сделать вот из такого хлопкового шнура. Она тоже будет гибкой и податливой. Я буду хранить в этой корзинке всякие девчачьи вещички. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про вязание из такого самодельного шнура и что вы думаете о том, что получилось у меня. А если вам понравилось это видео, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.